Здравствуйте, с вами снова Радиогубитель, и китайцы мне прислали на обзор вот такой вот электронный паяльник. Они прислали мне его для того, чтобы я его показал вам, но в видео будет только правда и ничего кроме правды, а не слащавый рекламный обзор. Итак, что мне пришло в комплекте? Это максимальная комплектация, которая возможна к этому паяльнику, то есть сам паяльник, шнурок Type-C, классный шнурок, мягкий, гибкий, и он соединенный вот таким вот кожаным дермантиновым ремешком. Не знаю, из чего он. Идет в комплекте 6 жал, идет вот такая вот подставочка складная, идет блок питания с новейшими Gallium N технологиями, 65 Вт, Type-C и USB обычный. Все протоколы Power Delivery и так далее, я уже его проверял. И вот такой переходничок, который позволяет питать паяльник как от 12 вольт от обычного блока питания, так и от этого умного блока питания. Ну, как говорится, умному паяльнику умный блок питания. Ну, как здесь написано, умный электрический паяльник. Я надеюсь, что этот паяльник не будет умнее, чем я. Ну и, скорее всего, видео будет длинным. Поэтому внизу под этим видео будут тайм-коды. И перематывая по тайм-кодам, можно выбрать, какой фрагмент вы хотите посмотреть. Позже я поделю его на фрагменты и пропишу оглавление. Ну и внизу в описании будут все ссылки, что я где купил, что почем. И возможно я уболтаю продавца добавить какой-то купон, чтобы этот паяльник стоил дешевле. Сколько он стоит? Минимальная комплектация — это паяльник, вот такая вот подставка идет ко всем. Идет вот такой переходник, чтобы вы могли запитать его от своего блока 12 вольт, можно 15, 20 вольт. И в комплекте идет одно жало, вот такой вот BC2. Вот такой комплект стоит $36. Это минимальная стоимость. Если комплектация с блоком питания вот таким, то это добавляет сверху примерно $30-35. То есть это стоит уже где-то $50. И максимальная комплектация — это вот все и плюс 6 жал в комплекте. Ну, я думаю, что жала внутри нету, и все жала лежат здесь. Ну и для сравнения, есть такой известный паяльник TS100. У него средняя стоимость $55, я посмотрел на Алиэкспрессе. Но это стоимость с блоком питания. То есть можно взять, в принципе, этот паяльник дешевле, то есть этот переходник идет в комплекте, естественно. И вот это $36, вы подключаете свой блок питания. Вы можете подключить его от USB, даже от 5 вольт, от 12 вольт, от 20, от свинцового аккумулятора машины. Ну, в общем-то, от чего угодно. И вы за $36 получаете нормальный паяльник с цифровой индикацией температуры и так далее. По уровню такой же, как TS100. Ну, я сравню и покажу, как он будет работать. Ну и максимальная комплектация со всем этим, со шнурками, с блоками питания, по цене примерно такая же, как... Хотя нет, TS100, по-моему, около $90. То есть этот паяльник в любом случае дешевле. Ну и я не люблю распаковки, я считаю, что это бесплатная трата времени. Но тут упаковка очень красивая. То есть она запакована в целлофан. Видно, что это все новое, что это еще никто не открывал. Ну и поэтому открываю все это на камеру. Ну вот, полиэтилен снимается. Здесь описание характеристик. И как-то это открывается, видимо, за шнурок. Так. Открываем. Вот оно как. Ну, коробка такая нормальная. Инструкция. Так, видно какой-то испанский. О, есть инструкция на русском языке. Ну, инструкция на китайском, на русском и какой-то есть, по-моему, итальянский, наверное, есть. Ну, естественно, есть английский. Ну, инструкция на русском — это классно. Так, что еще есть? Здесь есть наклеечка. Нет, это не наклейка, это проверка качества. Стоит печать, что
проверка качества пройдена. Ну и внутри лежит сам паяльник в таком ложементе. Ну, в принципе, коробка классная, и можно этот паяльник даже хранить в коробке. Вот. И жала нет, то есть если вы покупаете минимальную комплектацию за 36, здесь скорее всего будет лежать жало. И здесь есть такая крышка. Ну что, поехали, посмотрим, как этот паяльник работает, как включается и какие есть варианты его запитать и как можно его использовать. Какие варианты есть, как запитать этот паяльник и как сделать это дешевле всего или лучше всего. Потому что все же есть разница. Или купить, допустим, паяльник с таким переходником за $36, или купить паяльник с блоком питания и со шнуром за $85 жалами или без жал, там, по-моему, долларов идет 50. То есть разница в $30 шнурок плюс блок питания. То есть можно запитать его просто этим шнурком. Он питается начиная от 9 вольт и до 24 вольт. Ну, я думаю, самый простой вариант это вот такой вот адаптер. То есть 12 вольт, такая фирма Адаптор. 12 вольт, 2 ампера. Я от него подключал, от него он работает. Если в настройках стоит 20 вольт, все равно он показывает, естественно, 12 вольт. И какие минусы? Минусы в том, что нагрев идет секунд 30-40, во-первых. Во-вторых, при этом мощность всего 24 ватта. То есть мощности маловато. Что-то мелкое паять пойдет, но более крупное уже не хватает мощности. Второй вариант это через этот же шнурок подключите ноутбучный блок питания. То есть либо от вашего ноутбука, может быть, подходит блок питания, либо где-то купить на куфоре, на барахолке блок питания от ноутбука, и там 2,5 ампера, 3 ампера. Обычно они на 19-20 вольт, и их отлично хватит для питания такого паяльника. Ну и довольно часто эти ноутбучные блоки питания используются для питания этих паяльников типа TS100 и прочих аналогов. Или вы можете, допустим, от своего ноутбука отключить блок питания, пока он работает на батарейке, и какое-то время попаять, и потом опять подключить его к ноутбуку. В принципе, вариант неплохой. На 20 вольт мощность получается 65 ватт. Можно подключить его от 24 вольта. В этот же разъем подключаем. Вот я подключился от своего лабораторника, дал ему 5 ампер, у меня 5,1 ограничение максимум, и он отожрал оттуда 4,1 ампера. То есть при 24 вольта он берет 100 ватт. Это уже довольно солидная мощность. И прогревается он там буквально 3-5 секунд. Я не успел засечь. Я оставлю под видео ссылки на блоки питания. То есть за $10-12 можно купить либо народный блок питания на 24 вольта. У меня такой блок питания стоит вот в этой паяльной станции на Т12, бескорпусный. Либо купить блок питания в корпусе, в металлическом, либо купить в пластиковом корпусе, типа вот такого. Но на 24 вольта уже очень быстрый прогрев и уже мощность 100 ватт. То есть вариант неплохой. Какие еще есть варианты? Ну, все же он питается от USB. То есть вы можете сказать, у меня есть USB-шка, вот допустим такой блок, и он от него должен работать. Здесь написано и 12 вольт, и 20 вольт, оригинальный блок зарядки от Xiaomi. Но когда я включаю паяльник от него, то он не работает. То есть, что происходит? Здесь USB тип А. Включаем, он пишет low voltage, напряжение низкое. То есть паяльник работает по протоколу Power Delivery, а этот блок питания работает по протоколу Quick Charge, 2 или 3. И в принципе можно обойти эту проблему. То есть можно вот такую платку припаять. Они есть маленькие на 12 вольт, на 15, на 20 вольт. Я, допустим, припаял вот такую вот платку универсальную с переключателями, которая позволяет с этих блоков, она переключает их триггер на
то напряжение, которое нужно. То есть можно перемычками, здесь я выставил перемычками 12 вольт. Так, включаем блок, подключаем его сюда и включаем паяльник. То есть в принципе с такой платой можно из USB порта типа А взять 12 вольт. И паяльник будет работать, хотя на 24 ватта, но тем не менее он будет работать. Но опять же есть нюансы. Смотрите, если я сначала включил плату, плата включена, перемычками выставлено 12 вольт, и я подключаю паяльник. Все, паяльник запускается. Но если я вытаскиваю USB и включаю сразу USB-шник, то паяльник пишет, что низкое напряжение. То есть опять же нужно сначала включить плату, чтобы плата дала 12 вольт, переключила блок питания в режим быстрой зарядки, а потом включать паяльник. Так что не рекомендую. Ну и вариант купить оригинальный блок питания, или может быть у вас есть похожий. У меня есть похожий зарядник на 35 ватт от BaseUS, тоже с портом Type-C. Он в принципе этот паяльник тянет, но немножко прогрев идет дольше, но будет мощность чуть меньше, но в принципе его может хватить. Либо этот блок питания, этим блоком питания паяльник прогревается быстро, мощность получается 65 ватт, то есть он отбирает всю его мощность, во-первых. Во-вторых, шнурок тоже рекомендую. Шнурок не плавится при температуре, то есть 300 градусов паяльника он держит без проблем, и шнурок гибкий. И еще одна штука, этот блок питания с Power Delivery, и я взял, у меня был проводок от ноутбука с разъемом под мой ноутбук, я припаял к нему такую платку, и я включаю через Type-C к этому блоку питания, и этот блок питания на 20 вольт заряжал мой ноутбук, выдавал ватт 50 без всяких проблем. То есть такой вот есть вариант и зарядки телефона, и питания паяльника, и зарядки ноутбука и так далее. И при этом он может одновременно выдавать и быструю зарядку в телефон по Type-C, и может выдавать сюда 5 вольт, чтобы зарядить какой-нибудь Powerbank, допустим. И еще один вариант питания паяльника — это автономный вариант, то есть запитать его от аккумулятора, от обычного свинцового аккумулятора, например, или собрать литиевую сборку, если вы хотите аккумуляторный паяльник, то есть собрать, по-моему, 7S лития, и у вас будет паяльник на аккумуляторе, которым можно работать в поле. Ну и аналогично, если у вас есть Powerbank с портом Type-C, если там есть напряжение 12 или лучше 20 вольт, то он будет, скорее всего, будет работать с этим паяльником. Вот такие есть варианты, как запитать этот паяльник. Ну, дешевле всего это запитывать его от 24 вольта, от какого-то внешнего блока питания. Но проще всего купить комплектный блок питания и шнурок, и все это подключать от него. Еще вопрос, покупать ли комплект сразу с 6 жалами или купить с одним, а потом докупать отдельно те, которые будут нужны. Я где-то на Алиэкспрессе видел такие же жала, похожие по длине. То есть у меня есть паяльник с жалами Т12, они вот такие вот длинные. Эти жала короче. И я где-то видел вот такие вот короткие жала. Но там была проблема, то что вот эта вот юбка, которая ограничивает, она была не в том месте. То есть те жала, они более дешевые. Они вроде бы соответствуют по длине, по сопротивлению. Но вот эта юбка чуть другая. Человек писал, что он сделал колечко из проволоки, и если жало не оригинальное, он ставил колечко сюда. Если жало оригинальное, он ставил его сюда. В общем-то, как-то играл этим колечком из меди, чтобы это жало двигалось туда или туда. То есть есть какая-то, ну здесь я прикреплю фотографию разницы. То есть лучше покупать те жала, которые подходят, потому что там есть небольшая разница в 1-2 мм. И похожий жало Т12, вот мой паяльник на Т12 жале. То есть вот эта часть у них похожа, но юбка у них, вот эта вот выемка в другом месте. И если это жало вставляется, естественно, оно упирается вот здесь.
то это жало вставляется, и такое чувство, что оно доходит аж до самого сюда. То есть оно ничем не ограничивается. Если поймать момент, в принципе, оно будет работать, но оно будет очень длинное. И может быть оно там что-нибудь замкнет, во-первых. Во-вторых, сопротивление у жал Т12 я измерил 8,5 Ом. У этого жала сопротивление 6 Ом. То есть у него другое сопротивление, и эти жала будут выдавать меньшую мощность и дольше будут прогреваться. То есть, если не хотите дурить себе голову, то нужно покупать сразу с 6 жалами, потому что это стоит, разница между одним жалом и 6 не такая большая. Так, ну и так как это все же паяльник, тем более это умный паяльник, надо включить его и посмотреть, в чем заключается его ум. Так, я подключил стандартный блок питания и стандартный шнурок. Ну, я не могу не сказать, что кроме вот этого вот шнурочка такого ретро типа, которым закрепляется кабель, этот кабель еще гибкий и силиконовый. Ну, гибкий, вот допустим стандартный кабель Base US в тканевой оплетке и этот кабель, и сравните, как они по гибкости. То есть кабель Base US, он стоит как колом, как деревянный. Этот же кабель очень гибкий, он силиконовый, во-первых, во-вторых, он держит высокую температуру. Так, я включаю паяльник, и паяльник показывает: вставьте жало. Ну, это уже прикольно. То есть без жала он работать не будет. Кстати, в меню можно зайти, но без жала он, естественно, не греется. Можно попытаться вот такое жало Т12 вставить, поиграться, но смысла особого нет. Так, вставляю жало, и вот появилось уже изображение, что жало есть. Сейчас он стоит на детской блокировке. На детской блокировке он стоит. Чтобы его разблокировать, нужно нажать кнопку 3 раза. Это я уже задал в меню. И если стоит обычная блокировка, нужно нажать эту кнопку 1 раз. То есть если у вас дома дети и вы боитесь, чтобы они не включили паяльник сами, не хватанули горячий, потому что он нагревается быстро, то ставится на детскую блокировку. И разблокировать я не сразу это нашел, долго мучился. Нужно быстро нажать вот эту вот кнопку 3 раза. Раз, два, три. Вот он разблокировался и пошел нагрев. Стоит 20 вольт и 300 градусов. Вот он нагревается. Все, нагрев произошел. И здесь показывает внизу процент, сколько он отбирает мощности. То есть это 7-6%, это на подогрев. То есть он просто поддерживает температуру. Так, ну и попробуем, как этот кабель по температуре. То есть, ну, 300 градусов стоит. И возьмем какого-нибудь припойчика. Вот. Ну, припой отлично плавится. Плавится ли этот шнурок? Шнурок силиконовый, высокотемпературный, и ему ничего не делается. Он не плавится, не размягчается, он не повреждается. Ну, для паяльника это классно, я считаю. То, что шнурок нельзя прожечь. Это во-первых. Во-вторых, то, что гибкий шнурок, это классно, потому что можно положить паяльник, и он никуда не бегает, он никуда не падает, его шнурок не утягивает. Потому что у меня вот этот паяльник на Т12 жале, и я к нему по незнанию прикрутил вот такой вот шнурок в оплетке, в экране, ну, какой у меня был, по-моему, 4 или 5 проводной, и он жесткий, и просто он меня заколебал, потому что его ложишь и начинает его провод куда-то утягивать, он падает, прожигает где-то дырки. Ну, то есть гибкий провод для паяльника это важно, во-первых. А во-вторых, тем более этот провод не прожигается паяльником, это вдвойне классно. Здесь показана температура. Нажатием кнопки влево-вправо мы меняем температуру. Можно менять до 420 градусов. Но чем вы ставите больше температуру, тем быстрее обгорает жало паяльника. Где-то можно ставить 270-280. Уже многие припои нормально плавятся. Дальше можно выключить паяльник, нажав вот эту кнопку. Все, паяльник перестал нагреваться. То есть сейчас жало остывает, потребление 0. И паяльник не будет греться. Чтобы его включить,
нужно опять нажать эту кнопку, если у вас обычный режим, или на детском режиме нажать эту кнопку 3 раза. Так, нужно нажать ее быстро 3 раза. Вот, он разблокировался. То есть от детей защита довольно хорошая. Так, что еще здесь есть? Если он стоит какое-то время, он уходит в режим ожидания, уходит на пониженную температуру, которую можно выставить. Если он стоит полчаса, он просто выключается, тушит экран и полностью остывает. По-моему, его можно пробудить кнопкой. Так, ну и поехали в меню, где все это настраивается. Если зажать две кнопки, то заходим в меню. Так, это яркость экрана. Яркость экрана настраивается. Чтобы зайти, по-моему, нужно нажать эту кнопку. Да, нажатие и удержание. Ну, здесь больше-меньше. Это можно менять. Так, и чтобы выйти, нужно нажать, по-моему, эту же кнопку с удержанием. Да. Также вправо меняем. Это калибровка температуры. Нажатие удержания. То есть здесь можно измерить температуру и сделать коррекцию. Если вам не нравится, минус 50, плюс 50. Удержанием выходим снова. Так, здесь единицы температуры, то есть Цельсии и Фаренгейты. Ну, Фаренгейты мне не нужны. Так, здесь время для засыпания. То есть здесь можно поставить... Я поставил 1 минуту. Через 1 минуту паяльник уходит в режим пониженной мощности. И температуру пониженной мощности тоже можно настраивать. Ну, здесь стояло изначально 20 минут. Максимальная 20-ка. Я поставил 1 минуту, потому что паяльник прогревается очень быстро. И он лежит, и жало при этом не обгорает. Очень удобно. Так, выходим. Следующее. Так, Sleep Temp. Это температура в режиме засыпания. То есть сейчас стоит 200. Можно поставить, чтобы он в режиме ожидания лежал на 80 градусов. Вы его берете, срабатывает датчик, и он прогревается с 200, с 80, ту температуру, которую вы выставили, пока он вас ждет. Он быстро прогревается за 5 секунд, за 3 секунды, с 200 до 300. Ну, здесь можно поставить, я думаю, что-то поменьше. То есть можно поставить градусов 80. Так, выходим. Следующее. Это замок от детей. Включенный или выключенный. Вот сейчас у меня он был включенный. И чтобы паяльник запустить, нужно было нажать 3 раза эту кнопку. Я его выключаю. И теперь при включении, когда подключено питание, нужно нажать эту кнопку 1 раз. Или после блокировки тоже нажимается эта кнопка 1 раз. Так, функцию защиты от детей выключаю. Следующий пункт меню — это язык китайский и английский. Русского нет, но китайский тоже не особо нужен. Так, следующий пункт меню — это левая, то есть какая вы, левша или правша. То есть здесь можно выбрать паяльник для левши, и тогда назначение кнопок сменится, они поменяются местами. Так, это я не помню, что такое. Это напряжение. То есть вы можете выбрать напряжение, при котором работает паяльник. Как это описано в инструкции. Допустим, у вас есть блок питания, который при 20 вольтах не вытягивает такую мощность. И паяльник забирает сразу ампера, по-моему, 1,5 ампера от блока питания. Он у вас не вытягивает, паяльник пишет ошибку и так далее. Вы ставите, допустим, 12 вольт или 15 вольт. То напряжение, при котором ваш блок питания корректно работает и вытягивает паяльник. И тогда при старте паяльник, именно при старте паяльник будет выбирать это напряжение. Вот сейчас я поставил на 12 вольт, и при перезапуске паяльник стартанет на 12 вольт. Так, следующее — это яркость, и дальше все идет по кругу. Вот такая вот менюшка. Так, чтобы выйти, нужно нажать, удержать вот эту кнопку. Так, вышел. Напряжение уже 12 вольт. И растет температура. Так, заходим в меню. Выбор напряжения 20 вольт. И выход. Ну вот, напряжение 20 вольт. И снова растет температура. То есть можно выбирать, какое напряжение паяльника будет при работе с комплектным блоком питания. Или если ваш блок питания не тянет это напряжение,
то можно подобрать напряжение, с которым ваш блок питания сможет работать. Ну и я попробовал измерить температуру. Мне, к сожалению, нечем нормально измерить температуру. У меня есть термопарка, но мультиметр с этой термопарой показывает минус 9000 с чем-то. То есть мультиметр, скорее всего, режим измерения температуры в нем издох. Поэтому я поставил температурку 100 градусов. И вот такой самодельный термометр, который я делал давным-давно на термодатчике Dallas 18B20, который отличается все же какой-то точностью, в отличие от китайских дешевых термометров. Вот. И этот Dallas я сюда прикрутил вот так вот по-варварски. И вот термометр показывает 78 градусов. 77,5, 78. Вот. Ну, с учетом того, что не все тепло передается на Dallas, часть тепла теряется, я думаю, что где-то градусов 90 на жале есть. Если вас не устраивает температура, вы можете ее скорректировать, и если вы чем-то можете нормально измерить, то есть у вас есть нормальная термопара, и вы измерили, вас температура не устраивает, просто заходите в меню двойным кликом, там есть калибровка, второй пункт меню, и допустим ставите, я хочу прибавить плюс десятку. Плюс десяточку прибавил, минус 50, плюс 50 можно прибавлять. Левая кнопка выход из меню. Снова выходим. Пока паяльник находится в меню, он не нагревается. И вот сейчас температура скорректирована, и паяльник должен греться больше. Так, он пошел меньше. То есть плюс 10 я добавил. Температура пошла в минус. Так, калибровка. Утягиваем ее в минус. Так, минус 10. То есть, если вам нужно увеличить температуру, то нужно делать коррекцию в минус. Ну и вот температура пошла повышаться. То есть, если вам нужно поставить конкретную температуру, вы уверены, что жало у вас показывает неправильно, то просто заходите в коррекцию, плюс-минус 50 градусов вполне достаточно, я считаю. Ну и вот, смотрите, паяльник лежит уже минуту, и у него здесь появилась анимация, появилась такая луна, и температура падает. То есть он показывает, что он засыпает. Вот режим засыпания. Сейчас я трогаю паяльник, он проснулся, и он снова увеличивает температуру. Ну, сделано довольно интересно. Что еще сказать? Можно сравнить его с моим паяльником, со старым на жале Т12. Здесь можно легко менять жало. То есть, так как жало длинное, то можно открутить эту гайку, и вот эта вот часть холодная, жало легко меняется на ходу. Это преимущество паяльников на Т12 жалах, я думаю, про это многие знают, поэтому я выбирал паяльник с этим типом жал. Ну и у меня вот такой вот к нему здоровый самодельный блок идет, там блок питания 24 вольта, но все как положено. В общем, этот паяльник тоже есть сменные жала, но он значительно короче. То есть или держать вот такой паяльник, то есть расстояние до кончика жала здесь буквально, допустим, 7 сантиметров до ручки. Здесь расстояние до ручки получается сантиметров 10. Довольно много. Ну и есть ручки для Т12 жал, которые заходят сюда, и они уменьшают этот длинный вынос. И за что здесь можно держаться? Вот эта вот резиновая часть. Здесь есть такие вот даже кружки нарисованы. И можно держаться вот за эту гайку. То есть эта гайка, она холодная. Здесь есть даже отверстия какие-то для охлаждения. В принципе, можно держаться даже здесь. Довольно комфортно. Ну и про горячую смену жал. Вот, допустим, гайка откручивается. Причем откручивается она одним пальцем. Резьбы сделаны очень качественно. В принципе, я думаю, что на этом паяльнике тоже можно менять жало на горячую. Вот стоит температура. Допустим, я поставлю даже 300 градусов. Так. Ждем нагрев. 300 градусов.
И вот, в принципе, я беру руками, спокойно держу, пальцы у меня не пригорают. Можно на ходу менять жало. Вот он показывает, что жало вытащено. Жало вставляем на ходу, никакой проблемы нет. Пальцы у меня не прикипают к этому жалу. Ну и накидываем гайку, и вот так вот она закручивается. То есть сделано качественно, никаких кривых резьб, все ровно, все красиво. И здесь есть такой колпачок. Колпачок полностью алюминиевый, за исключением пластиковой крышки. И он ставится на паяльник и поворачивается на 90 градусов. То есть если вы поработали паяльником, он ушел в блокировку даже. Какая прикольная штука. Так, разблокировка. Нет, при одевании крышки он сам не блокируется. Наверное, это я его заблокировал. Датчика нет, но тем не менее. Вот, допустим, нажатие кнопки. Паяльник ушел в блокировку. Все, я его выключил. Сейчас жало будет остывать. И чтобы не ждать, что жало остывает, вы просто одеваете этот чехол алюминиевый, и паяльник в таком виде остывает. Можно кинуть его в ящик с инструментом, можно кинуть его в карман, положить, и никакой проблемы с горячим жалом нет. Потому что этот цилиндр полностью алюминиевый, и он ничего там не прожжет. Вот такие вот сравнения. Ну и попробуем что-нибудь попаяем. Я уже запаял этим паяльником планшет, поменял батарейку. И вот какая-то деталюшка. Попробуем подпаивать детали этим паяльником. Какая-то советская старая плата с релюхами. Ну и как он будет реагировать на то, что я его пытаюсь остужать. То есть здесь стоит 7-6%. Вот, допустим, есть релюха с медной частью. Если я пытаюсь греть, вот эта шкала начинает расти. 11%, 12%. То есть он начинает потреблять больше энергии. Это происходит потому, что паяльник поддерживает температуру. Ну и вот он расплавил уже припой. Припой расплавляет, то есть он расплавляет даже, прогревает даже вот такие вот большие полигоны. Вот здесь такой медный кусок железа. Так, хорошо, припой расплавил, теперь нужно расплавить соседнюю часть, чтобы вытащить этот кусок. Так, я думаю, сложновато будет вытащить сразу оба контакта. Просто у меня не хватает рук, чтобы прогревать сразу два контакта. Для этого нужно два паяльника. Но, тем не менее, вот такие вот полигоны с таким большим медным куском он прогревает без вопросов. Ну, можно попробовать выпаять что-нибудь другое. Ну вот, припой плавится, но они сидят в отверстиях. И надо их оттуда чем-то вытаскивать. Так, припой расплавился. Ну, то есть, такие вот пятаки она паяет, этот паяльник берет без проблем. Опять же, если говорить про мощность, то у этого паяльника сопротивление жала примерно 6,2 Ома, у этого 8,5 Ом. И этот паяльник я питаю 24 вольта, и у него получается мощность 65 Ватт. Ну, если считать на максимальный ток. И аналогично этот паяльник, если считать по 6,2 Ома, он питается от 20 вольт, то у него мощность тоже получается 65 Ватт.
То есть по мощности эти паяльники равны. И в принципе он довольно мощный, но конечно его не сравнить с каким-то советским EPSN 100, потому что теплоемкость больше у 100-ваттного паяльника, но тем не менее этот паяльник поддерживает температуру, и это очень приятно. Что еще сказать? Ну, в общем-то, мне паяльник понравился. У него есть провод, который не плавится самим паяльником, и провод очень гибкий. У него есть универсальный блок питания. С помощью этого блока питания можно не только заряжать телефон и одновременно паять. С помощью этого блока питания можно, например, вот через такую платку можно подключать ноутбук. И мой ноутбук, в принципе, 15-ку, он спокойно тянет, 2,5 ампера на него выдает. То есть 50 ватт долговременно, ну, большую нагрузку просто я не смог дать. Он работал без всяких вопросов. Подставочка с губкой, ну, тоже как бы вещь неплохая, но я не знаю, насколько она будет нужна, потому что у паяльника здесь квадратное основание, он никуда не катается, во-первых. Во-вторых, можно его выключить, и можно на него одеть вот такой вот чехол алюминиевый, и паяльник может храниться так в чехле. То есть он может спокойно лежать и без подставки. Он не прожигает стол. Ну что еще сказать? Сменное жало, возможность горячей замены жал и качественное изготовление. То есть даже эта гаечка сделана, наверное, из алюминия. Все сделано очень качественно, красиво, и нет никаких заусенцев. Просто приятно его держать в руках. Ну и плюс то, что он умный, плюс то, что есть защита от детей, плюс то, что когда его включаешь, он сразу не начинает нагреваться. То есть вот его включили, он показал эмблему, и нужно нажать. Он показывает в анимации, нужно нажать на кнопку, чтобы паяльник начал работать. Если просто появилось напряжение и паяльник лежал на столе, то он не будет нагреваться, пока кнопка не нажата. Это все же безопасность. Ну и как бы фирма, я вижу, что стремится обеспечивать качество. От этой фирмы у меня уже есть вот такой вот осциллограф, знакомая эмблемка. Ну, я думаю, может, по этот осциллограф как-нибудь запишу видео. У меня он уже, наверное, года 2. Я думаю, многие таким пользуются. Так что паяльник такой я рекомендую. Вначале я рассказывал, стоит ли его брать с комплектным блоком питания и с этим гибким шнуром, или можно как-то запитать его самому. Блок питания тоже прикольный, потому что поддерживает двойное питание. В принципе, у меня получилось запитать и быструю зарядку отсюда, и паяльник отсюда. То есть быстрая зарядка телефона работает одновременно с 5 вольтами. Ну и где все это купить, ссылки как всегда в описании. Здесь справа внизу есть кнопка подписаться, там же есть кнопка донат, которой никто никогда не пользуется. Ну и если у вас есть вопросы по этому паяльнику, пишите в комментариях, буду рад ответить. С вами был Радиогубитель, до свидания.